Доброе утро, земля. Жуть как холодно, всю ночь мерзла. Неохота вообще вылазить. Вся проблема гамака в том, что из него неохота вылазить, особенно в холод. Пёсель всю ночь меня охранял. Лежит под деревом. Кстати, ночью он туда ложился. Вот пятно под ним растаяло. Лежал прям рядом со мной. Потом, видимо, перешел сюда. Такой процесс помывки головы только в холод, потому что полностью голову не помоешь в такой дубак. Погода налаживается, теплеет, и снег сыпется с деревьев. На тент сыпется. У меня там спальник сохнет, надо убирать, а то он не высохнет, а наоборот. Думаю, сегодня будет хороший день. Снег, наверное, подтает, с деревьев точно спадет весь. Еще ветерок поддувает, сдует его. Собакин пригрелся на солнышке, вообще балдеет, лежит, дрыхнет. Сегодня у меня такой шикарный завтрак. Молочная рисовая каша с изюмом, с сублимированными ягодами, с клюквой и с орехами всякими разными. У меня сегодня день рождения. Такой прекрасный день. Я проснулась в таком прекрасном месте. Свечки таскаю весь поход. Не знаю, получится ли их зажечь. На. Будешь? Кашу будешь? Иди, на. Ну вот дам ему, да, немного. А что это ему? Вообще ни о чем. Это мой именинный тортик со свечками. Не знаю, получится ли зажечь их, потому что ветерок. С днем рождения, Алина! Так, я сейчас буду желание загадывать, пока они горят. Загадала. Все, у меня получилось. С днем рождения меня. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя. Это лучшее, что может быть в походе. В городе я бы в жизни такой не стала есть. Думала, что такое можно взять в поход,
чтобы вот так вот свечки поставить. И уже на ЖД вокзале, когда ждала поезд, увидела, что продают вот такие пирожные. И купила. Лёся, будешь праздничный пирог? Лениво так ест. Я ему предложила грибной паштет, он вот лежит, он не стал есть. Ну правильно, грибы. Вот кто разделит со мной именинный пирог. Давай пополам. И тебе. Вот такая сейчас у меня дорога. Просто ручьи по ней бегут. И даже вот я пытаюсь обходить где-то. Там под снегом тоже вода. Утром солнышко светило, все подтаяло. И стало еще мокрее. И солнце, кстати, спряталось. Все затянуло. Я-то радовалась, что сегодня день будет солнечный. Как бы опять снег не повалил. У меня что-то сегодня настроение такое релаксирование. Ленивое какое-то. Поэтому я даже не знаю, до куда я сегодня дойду. Может, просто буду гулять весь день. Вот такая тропа. Камни, вода. Тут же вот речка в ту сторону течет. И тут же тропа. Можно сказать, почти как речка. По ней тоже вода течет. И камни, и снег. И красиво очень. Первый раз в жизни свой день рождения провожу среди снега. Обычно в середине мая хотя бы хоть маленькие листочки, но есть уже у нас. А бывает, если повезет, уже и большие. И ранетка, например, зацветет. Но это редко бывает. А тут день рождения и снег. Это точно у меня впервые. Представьте, как я разнообразила свои дни рождения. Это ж так интересно. Когда еще такое будет? Может и будет когда. Непонятно, куда меня еще занесет. Народ, тут термометр висит. Вот типа показывает +6, да? Что-то прохладнее, мне кажется. Синий значок указывает холодно. Комфортно, когда зеленый. Ночью явно минус был, очень было холодно. Просто пришла на приют Таганай, а тут никого нет. Вообще ни души. Погода всех людей выгнала. И даже охранника нет. Думаю, подождать или походить поискать его. Там есть гора Круглица, и там есть Малый Таганай. И Дальний Таганай. До Малого 5,9. До Дальнего 10. До Круглицы не знаю, не смотрела. Хочу порасспросить, куда интереснее пойти. Нашла я там охранника. Дедушка такой хороший. Все мне рассказал. У меня все порасспрашивал. Они уже всем там пораздали, что я тут хожу. Я говорю, что вы меня так отслеживаете-то? Я говорю, вот зашла отметиться. А они говорят, а у нас таких нет одиночек, что под них ходили. Иду на гору Круглица, короче. И оттуда, может быть, пойду на долину сказок. Там, он сказал, есть какая-то прямая тропа. Я спросила, где покрасивее, чтобы поснимать. Ну вот он посоветовал туда. Кто-то прошел. Такой след огромный. Вот по сравнению с моей ногой. Сегодня лес другой. Снег почти осыпался. А вот тут еще нормально. Вот, например, вот с этих уже осыпался снег. Птицы заливаются. Солнце то проглянет, то спрячется. Прячется, сразу холодно становится. У меня сегодня настроение такое, знаете, неспешной прогулки. Релакс. Сегодня же день рождения, у меня какое-то особенное настроение. Мне хочется просто идти не спеша, никуда не ломить.
релаксировать, наблюдать, птиц слушать, смотреть, как снег падает с деревьев. И просто не спеша прогуливаться. Вот я куда-то выхожу. Наверное, надо наверх подниматься. А там, наверное, виды какие-нибудь красивые. С маркировкой у них, конечно, тут все в порядке. Прям издалека, видать. Помимо вот этих меток, еще такие штыри высокие, длинные. Нигде такого не видала. И говорят, туристы все равно теряются. Обалдеть. Это как? Собакин куда-то убежал, и я вижу, по следам его иду, что он туда, он все тут знает, походу. В такую гору поднялся, его даже не видно. Следы есть. Очуметь. Вот и по камешкам полазю. Вот и хорошо, что я сюда пошла. Это моя тема. Я такое люблю. А вот собачьи следы. То он так тут шел, представьте. Вот Собакин. Скалолаз какой-то. Сосулька так интересно стоит. На кого-то похоже. Сплошной курумник. И весь в снегу. Очень красиво. Уже столько поднялась. Люблю такое сочетание. Еще сосулина интересная. Похоже на лошадку. Только непонятно, что у нее во рту. А так верхняя часть вот эта на лошадку похожа. Ой, мне еще сколько-то подниматься. Из-за этих камней больших не видно сколько. И вот такие там тучищи черные. Хоть бы их просто прогнало. А здесь главное, солнышко проглянуло. Так красиво стало. Там гора такая. Вот такие камни в природе меня поражают. Просто такой квадрат. Как будто его кто-то выпилил, вырезал. Представляете, сколько снега вот тут. Вот я иду, а там по снегу вон курум. Я вот там поднималась и вышла на этот снег. Я, конечно, ушла сюда, левее встает на камне и пытаюсь его обойти вот так. Но вот этот Собакин, вот его следы. Вот, он все тут избегал, вот. Это все его следы собачьи. Это капец, что он тут носился-то по снегу туда-сюда, наверное. Опять снегу радовался. Тут опасно так. Благо он тяжелый, можно провалиться под снег и все. Это страшное дело. Не выберешься потом. Встретила туристов, вон спускаются
сколько их, 4 или 5, не успела запомнить. А это вы там в гамаке остановились? А это вы там ночуете на Заячьей поляне? Все про меня знают. Вот, ё-моё. От месяца захожу в приют, сразу знают, спрашивают, это вы? Одна, это вы, там фамилию называют. Я говорю, я. Вот уже, представьте, как слухи расползаются, что человек один ходит. То есть до того здесь это непривычно. То есть тут в одиночку, видимо, никто не ходит. Ну, по крайней мере, девушки, наверное, такого у них не было. Это нонсенс. Тут уже такие более интересные скалы начинаются. Камни такие уже огромные, совсем высоченные, какие-то рельефные. И непонятно, где вершина. И я вот поняла еще раз, как люди теряются. Я вот пошла в обход, и тут вот ни одной метки нет. А вот там, плохо видно мне, где-то там стоит турик, который туристы строят. То есть где-то там они, видимо, прошли и построили турики. Это еще больше людей сбивает с толку. То есть не по меткам потом люди идут. И из-за вот этих огромных камней никаких меток не видать. И я только поднявшись увидела один вот этот вот трубу вот эту. То вот так вот можно и уйти не туда, оказывается. Ну хотя мне кажется, если пользуешься картой, то сильно далеко не с тропы не сойдешь. С этими туристами пёсель шел обратно. Обрадовался, давай скулить ко мне, через камни ломится, провалился в снег, торопился. Я говорю, ты куда торопишься? Подбежал, полазился, поигрался такой, виляет хвостом, довольный. Я говорю, ты что убежал так далеко? И еще туристам говорю, может он с вами убежит, а то мне кормить его нечем. И так боялась, что за мной пойдет. Но нет, вроде бы все-таки ушел за ними. Вот, я надеюсь, что он за ними в лагере уйдет, потому что они уже в лагерь, может, они его покормят там чем-то. Они-то, наверное, получше едят, чем я, и может у них что-то мясное есть. Я уже почти наверху. Вижу, что там табличка какая-то есть. Сейчас поднимусь, посмотрим. Кстати, следов вот этих туристов тут вообще нет нигде. Они, то есть до таблички, видимо, не поднялись. Не стали подниматься. Потому что здесь опасно. Крутые камни, скользкие, снега много. Но я все равно попробую. Потому что вот я следы их нашла. И они вот до сюда только идут, где я стою. Еще дальше нет. Если они не стали, видимо, наверх подниматься. А я хочу посмотреть, что с той стороны. Я пойду сейчас поднимусь. Лезу, каждый шаг вымеряю. Вот так вот проверяю ногой. Чтобы там не соскользнуть. Чтобы там точно можно было твердо встать. Все в снегу, ничего не видать. Куда можно встать, куда нельзя, где покатишься вдруг нечаянно. Видите, снег, оп, и нога едет. Оп. То есть я вся встала, у меня сейчас нога уехала. Надо как-то вот так по-другому стопорить. Рукой держаться, второй. Оба, и себя вытягивать. Почти. Руки мерзнут из-за снега. Перчатки я не хочу доставать, я их вымочу, потом не во что будет руки спрятать от холода. Я добралась. Вот она табличка.
на вершине, на самой. В 2001 году, 21 год всего, совсем молодой. Немного не дожил до своего дня рождения. Тут стихотворение. Мы рядом с тобой, и мы снова молчим, как там у костра на седом перевале. Глазами ты спросишь, чего мы грустим? Хоть вечность пройдет, не погашено пламя. Ты песен хотел, я спою, ты споешь. И звон перемен окрыляет надеждой. Возьми, вот рука, и ты снова поймешь, друзьям не до стен. Нам бы снова, как прежде, смеяться под чистые танцы ветров, к родному плечу прижиматься до боли. Где близость души, не найдется оков, свободы тебе, крыльев, неба и воли. Ты любил Таганай, ты всегда будешь с нами, Денис. Любим, помним. Это уже Денис, еще один какой-то. Тут табличка на табличке, что ли. Не видно чисел никаких. Теперь я на самом верху. Надеюсь, меня слышно. Тут витрина леденющая, так холодно. Я на самом верху теперь. У-ху-ху! С днем рождения меня! Снег за шиворотом, ё-моё. Надо спускаться, тут холодно. Капец, как холодно там наверху. Так, тут бы не свалиться куда-нибудь, вон там, в дыру какую-нибудь. Спускаюсь с другой стороны, потому что мне теперь туда идти, в ту сторону, по другим меткам. А тут что-то тоже, ой-ой-ой, а надо мне вон туда как-то выйти. Тут я, наверное, не спущусь, а может и спущусь, непонятно. Съемка, конечно, оставляет желать лучшего, но по-другому никак. Вот я бы сейчас прыгнула сюда без проблем, но боюсь, что вдруг он шатнется. Поэтому надо как-то аккуратно спускаться туда. Уже получше. Все, иду я в та сторона. Ветер жуткий. Мега холодно тут наверху. Надо быстрей вниз спускаться. Ну не бегом. Ходить тут, конечно, ой-ой-ой. Ох, ничего себе тут. Во льду она вся. Что-то с этой стороны даже укрыться негде от ветра. Спускаюсь, и все, нет таких мест, чтобы от ветра спрятаться. А ветер все дует и дует леденющий. Я уже вон сколько спустилась. Хотела где-нибудь забуриться, чай попить. И
негде пока. Из-за того, что тут вообще никто не ходил, не знаю сколько. Вот, никаких ни следов, ничего, и снега много. И через каждые там 5 секунд вообще не знаешь, куда наступать. Очень медленно идешь. И сильный такой ветер ледяной. Хочется уже с него, с ветра с этого быстрее спуститься. А приходится медленно это делать, чтобы ноги не поломать. Ох, я сейчас тут плясать буду по вот этим курумам. Они такого среднего размера. И между ними такие нормальные ямы снежные. Замучусь сейчас. Вроде мало осталось. А спускаться будет тяжко. А там внизу я вижу то же самое. Потом подъем. Весело, конечно. Мне все нравится, да. Ветра бы такого ледяного не было еще. Было бы здорово. Обычно по куруму скачу как сайгак. А тут из-за снега это просто нереально. Очень опасно. Снега много. Не знаю, передаст ли камера. Там просто высоченные глыбы. Я даже не знаю, как тут спускаться, реально. О, солнышко, грей, грей меня. Маленько хоть меня погрей в мой день рождения. Ой, сейчас вот солнышки, она красивая. Небо черное и солнцем освещенная скала. Очень красиво. И вокруг так красиво сразу стало. Солнцем подсвеченная. Вот такие глыбины я сейчас спускалась, представьте. Обычно они вообще не представляют для меня никакой проблемы. Но со снегом, там где наледь, где вода под снегом, скользко очень. Еще и ветер ледяной. Я так поняла, что это одна из скал долины сказок, потому что по карте показывает, что еще километр 300 метров идти. То есть я подозреваю, что я сейчас буду идти вдоль гряды такой, скал всяких. Я так думаю. Сейчас я в гору поднимаюсь. Наконец-то я ушла с этого курума снежного, с того ветра сильного, ледяного. Вообще, ну погодка. А утро такое было многообещающее. Холодрыга. Вот это день рождения у меня. Вот это да. Иду вот через такой вот лес. Какой-то обветренный весь, мелкий. По такому снегу. Вот зима, да и зима. И скажи, что сегодня 14 мая. О, какая красотень. Открывается-то. Такая интересная скалка, камень, голова чья-то. Черепаха какая-то или кто это. И тут метки сразу есть с этой стороны. А я, получается, оттуда иду. С той стороны меток мало и плохо видно. Вот мне говорили про эти места, что вот тут туристы теряются. Потому что с той стороны меток не видно многих. Если на карту не смотреть, можно реально заплутать. Кстати,
егерь, я их охранниками обзывала. Егерь сказал, что здесь медведь ходит, именно в долине сказок. И что туристы на днях видели тут следы медведя большие. Я поняла, почему долина сказок. Потому что здесь камни, они таких всяких форм интересных, что кого-то или что-то напоминают, как в сказках. Вон там много так всяких. И вот здесь, смотрите, какие интересные глыбы. Это вообще какая-то амеба или рыба, или непонятно кто. Короче, на кого-то напоминает. В общем, тут как в сказке. В причудливом мире скал. И вокруг вообще сказочные места, потому что здесь и деревья такие, ели, да, растут. И скалы вокруг, все это вперемешку. Очень интересно. Лес красивый, лесок. Как будто кто-то вот так вот подпер руку, задумчиво сидит и туда вдаль смотрит. Тут такое место красивое. Лес такой. Такие скалы. Вот оттуда я пришла. Ветер, все не прекращается, все так же холодно. И вот еще скалка. И там вот еще гряда я не стала снимать, потому что плохо видно. Вон там виднеется. Из-за деревьев плохо видно. Да, было бы тепло, я бы тут полазила по этим скалам. Я вообще сильно замерзла. Я так хочу есть. Хочется горячего попить. Но из-за того, что такой ветер сильный, я не могу нигде остановиться. Все ищу место какое-нибудь такое укрытие. И пока не могу найти, куда-нибудь забуриться и спокойно горячую водичку попить. У меня с собой кипяток и всякие там вкусняшки, перекусики. Вкусная печенька протеиновая есть, орешки, ягодки всякие, манго. Ой, аж слюни потекли, как есть охота, да? Такое дерево, многоножка. И вот скалка небольшая по дороге. Думаю, может тут где укрыться. В желудке уже капец как сосет. Непонятно, можно тут посидеть где-нибудь. Вот, что у меня только нету тут. День рождения как-никак. И печенька, и ММДМС, сушеные бананы, клюква вяленая, орешки всякие разные, манго, ириски. Прям вообще объедайся не хочу. Ой, как хорошо, горячая вода заходит. Подхожу уже к своему лагерю. И тут вот такая красота. Солнце вышло. И смотрите, сколько снега растаяло. Вот тут такие капли красивые. Прям листочки. Который раз уже здесь в парке натыкаюсь на такие огромные муравейники. Почти с мой рост. Чуть-чуть ниже меня. Просто громадные. Вот такой у меня расколбас в лагере. Тут уже кипятится вода на ужин. Я хочу свечки, во-первых, зажечь. А во-вторых, я тут натянула гирлянду. И хочу ее включить, когда потемнеет. Я надеюсь, я дождусь. Потому что я замерзла. Я вот уже вся упаковалась. И опять колобок. У меня уже там 2 куртки, 2 кофты. И я в пуховых штанах, которые мне очень большие. Картошка нереально вкусная, либо она мне такой кажется вкусной. Ну, тунец, само собой. Я тут бегом бегала сейчас. Сначала зарядку сделала, потом в горку бегом побежала. Замерзла, согреваюсь. Реально помогает. Гирлянду уже включила. Ее уже видно даже. Но я подожду еще немножко и свечки зажгу. Тут, кстати, сильнее почему-то дует.
Такой у меня день рождения, и такой у меня второй тортик мини. Булочка с ванильной начинкой. Все, теперь можно чай пить перед сном. Все, я упаковалась, залезла в спальник. Сегодня я решила эксперимент провести с другими носками. Верблюжьи носки плюс чуни. И у меня есть еще одна грелка. Причем я не хотела грелки сюда брать, потому что я не думала, что такая зима будет. Я еще думала, кинуть, не кинуть. Думала, ладно, одну кину на всякий случай. Вот я ее хранила все это время. И сегодня я ее активирую и вот сюда вот запихаю. Доброе утро, земля! Я тут марафет навожу. Перезаплетаюсь, челку помыла. Перезаплетаю волосы. Вот, кстати, в холодное время года, когда вот именно холодно, я всегда хожу с косичками. И там, где помыться особенно нельзя, потому что волосы быстро мораются. А так вот, смотрите, они именно здесь чистые. Мораются больше всего челка. Просушка вещей. Сегодня солнечно. Надеюсь, так и будет. А то вчера тоже так же было сначала. Но сегодня намного теплее. Вот так у меня все просушивается, просыхает. Гамак пустой совершенно, тоже проветривается. Вот так, знаете, постоишь на одном месте 2 ночи, и оно становится уже родным, как дом. Как будто ты тут все уже знаешь, каждый уголок. Все такое знакомое, родное. Как-то спокойно на этом месте. И даже уходить не хочется. Я уже давно на маршруте. Уже поднялась в приличный такой подъем от Заячьей поляны. Здесь вот снега столько, и солнце слепит. Вон иду, бутылки за туристами собираю. Это уже вторая. Плюс там веревки, которые я сняла. Плюс еще мелкий мусор пособирала, он в рюкзаке. Но больше у меня уже ничего не войдет. Я тут даже бутылку не нашла, куда запихать. Пришлось вот так пристегнуть. Вот такая вот грязюка сейчас. Снег смешан с грязью, с лужами. Ну, там лед еще, правда. Я думаю, мне времени хватит дойти до какой-нибудь дальней стоянки, чтобы завтра мне уже в город выйти. И там у меня электричка до Челябинска. А от Челябинска уже поезд. Рано-рано утром, в 5 утра у меня поезд. Мне придется на ЖД вокзале торчать ночью. Вот такие скалки есть. А я вон оттуда пришла. Поднималась. Вот еще скалка. Красиво так. Снег белый-белый, чистый-чистый. Глаза слепит очень. Солнышко светит хорошо. Ой, как хорошо. Ну так интересно ходить. Иду вроде обратно по тем же местам, а виды уже совсем другие. Потому что погода другая. Главное, гробовая тишина. Ни ветра, ни птиц. Вообще тихо. Вот так вот обратно идешь, когда не торопишься никуда, релаксируешь и замечаешь больше гораздо. Вчера я быстро шла, еще и холодно было, и снега много. И вот так пропустила. Вот тут вот за мной прям обрыв. Стою на обрыве. И вот за мной вот эти вот скалы красивые. И вот здесь вот такая скалка. Тут еще выползти надо отсюда. Опа. Короче, у меня такой поход вообще. Мне кажется, люди на Таганай так не ходят, как попало.
Что-то не увижу. Что-то мимо пройду, конечно. Куда-то вообще не попаду. Смотрите, какая красота показалась. Откликной гребень. Солнце, к сожалению, спряталось. И опять довольно прохладно. Ветер такой холодный задул. Вот он, откликной гребень во всей красе. Правда, не подсвечен солнцем, как я хотела. Что-то там прям тучи такие. Солнце, наверное, надолго спряталось. Эх, жалко. Ну ладно, снимем еще раз без солнышка. Какая красота! А тут еще это круг желаний, или как он называется. Вообще вроде раньше изначально это были какие-то часы. По солнцу там как-то определялось время. Но это я могу ошибаться, конечно. Но вообще люди ходят по кругу. Что-то там здоровье, по-моему, просят, желание загадывают, в серединку заходят. И обычно там, по-моему, кто-то денежку оставляет, кто-то камень. Поэтому там груда камней. И вот на фоне этого круга откликной гребень шикарно смотрится. Такая картина вообще. Картина маслом. Ну вот, второй раз я вам показала откликной гребень. Но когда я вчера тут шла, тут все было снегом засыпано полностью. И не видно было этих часов. А сейчас, кстати, за счет снега они еще больше выделяются. Ну, не часы, а я не знаю, как этот круг называется. Не помню. Я, кстати, говорю, вчера я запуталась вообще в днях. Позавчера же это все было. Когда я мимо тут шла-то, в ту сторону. Это же позавчера было, а не вчера. Сегодня 4-й день моего похода. Дошла я до приюта Гремучий Ключ. Там меня снова хорошо приняли. Водой напоили. Нитки с иголкой дали. Я попросила, зашила сразу прямо на пороге кота. Ну так, как тяп-ляп. Дома надо переделывать. И оставила рюкзак. И иду сейчас на Бараньи Лбы, скалы. Я спросила, где покрасивее, где посложнее. Мне сказали, что здесь. Вот до сюда я быстро добежала. А дальше будут вот такие вот курумы огромные. Меня предупредили, что здесь тропа покороче, чем на Миткино. Но посложнее из-за вот таких курумах огромных. Интересно, что тут нет меток, а только по дороге местами завязаны ленточки. Вот такие белые. По ним надо ориентироваться. Тропа такая местами теряется между курумов. Ее плохо видно. Ох, ничего себе, море курума. И вон они, метки. От него сейчас лезть по ним. По этим каменюкам. Хорошо снега нет, а? Солнце мало пригрело, подтаял. А я, короче, на какую-то не ту тропу зашла, представляете? Иду такая по ленточкам-то по этим. Это, видимо, обход какой-то. Как я на нее вышла, не пойму. Оказывается, мне надо было... Я сократила себе путь. Мне надо было вон оттуда еще по камням-то лезть. А я по лесу обошла. Там проще было. А сейчас буду лезть. Но сегодня лезть одно удовольствие, реально. Когда нет снега, насколько все-таки упрощается процесс. Все видно хорошо. Камни местами сырые, конечно. Но много и сухих. Есть выбор. Это прям очень хорошо. Прям каменная река такая. Мне не привыкать по таким глыбам прыгать. Я же в Вергаке люблю ездить, а там все время такие. Ой, одно удовольствие сегодня вообще лезть. Такие-то курумы люблю.
Как же здорово, что я все-таки решила еще сюда подняться. Как же я люблю подниматься по таким курумам, вы не представляете, я прям удовольствие получаю. Особенно, когда без рюкзака. Это просто кайф. Танец, песня. Мне еще столько подниматься. А может даже там еще где-то подъем есть, не видно отсюда. Так интересно, когда куда-то заберешься повыше, посмотреть вокруг, все видно сразу. А то где-то там внизу ходишь, ничего не видать. Все скрыто деревьями. Тут вот вообще столько снега много еще. А тут тоже провалиться страшно, конечно. Мне надо вот на эту полку скакануть. Главное, в этот снег не шмякнется. Еще чуть-чуть, еще немного. Ну вот я уже и наверху. Такой вид отсюда. Что-то я прям слишком быстро бежала, аж задохнулась вся. Что-то я так быстро поднималась. В раж вошла, у меня такое бывает. Я сейчас вся прям мокрая, вспотела вся. Сегодня реально теплее. И фон такой сзади, да, красивый. А тут снега больше. Курум, мурум. А! Не свалиться бы. Опа. Ну, посмотрим, что это за бараньи лбы. Я понимаю, почему их так назвали, наверное, потому что идешь в лоб по этим камням, лбам таким огромным. О, какая интересная скала. Красивая. Как будто тоже черепаха или кто голову тянет. Черепаху похоже. Короче, тут дальше продолжается скалолазание. Жалко, против солнца приходится снимать. Тут метки наверх идут, еще надо лезть. Прежде чем подниматься, решила немножко правее обойти и посмотреть, что здесь. А тут, смотрите, такой муравейник огромный. И вот такая скалка рядом. Красиво это все так вместе смотрится, сочетается. Еще снег такой. Ляпота. И потом увидела вот это. Тоже красиво. Вот я всегда поднимаюсь быстро. Потом, как начинается съемка, я зависаю надолго. Тут вот поднялась немного, поворачиваюсь. А тут вид такой шикарный. Вот эту скалу, которую я черепахой называла. С этого ракурса она по-другому выглядит. Вот поближе. И гребень до сих пор солнцем подсвечен. Такая красота. Милота. Тут вот можно сесть, сидеть и наблюдать долго. Жалко, у меня с собой перекусика нет. Я бы сейчас прям посидела, помедитировала на такую красоту. Все видно.
Я наверху. Отсюда вообще все видать. Все эти камни, глыбы. Интересно, если я туда дальше пойду. Вон туда. Там есть что интересного или просто нагромождение скал? Смотрите, что я в скале нашла. Между камнями большими. Это секретики. Камни всякие разные, красивые. Наверное, один надо прихватить. Кстати, на круглице я тоже один камушек прихватила. Вот это вообще интересно. Он это подпирает камень. Сейчас какой-нибудь я выберу. Красивенький. Вот это тоже интересно. Как палец. Или заячьи уши. Ну, вот так вот, как будто заяц туда смотрит. Вот носик. Да, похоже на зайца. Ну, скалы, как всегда, изрисованы. Я вижу метку на самом вон там вверху. Вот там. То есть это аж до туда можно долезть. Да уж, на бараньих лбах однозначно очень интересно. Очень. Не зря я все-таки их посетить решила. Не зря выбрала именно их. Конечно, я не знаю, что на Митькиных, но сказали, что там как-то попроще все. Оп. Ёшкин кот. Какие-то острые камни. Не устоять. Ну что я вам скажу? Я практически наверху. На самой макушке. О! Я не зря лезла. А с той стороны такой вид. Блин, да тут со всех сторон. Обалдеть. Ничего себе. Обалдеть. Ё-моё, не шмякнуться только бы, снимая. Тут вокруг прям везде виды классные. Со всех сторон. Ух ты. О, отсюда перья видно. Перья. Начну с дальних видов. Это вот все бараньи лбы. Тайга. Вот там, видите, огромное озеро. Не знаю, что это за озеро. И там вон город видно. С ума сойти. Такой небольшой город, оказывается. Это Златоуст. Маленький совсем. И вон они, перья. Ну, темновато, правда, но все равно видно их все. Ставьте. Вот там бы полазить подольше. Тут напрямую можно, мне сказали, идти. Но не с рюкзаком, конечно, большим. Налазишься, ой-ой-ой. Вот так я сижу. Я люблю так сидеть, люблю высоту. Нравятся мне такие ощущения. Нравятся мне здешние егеря. Такие приветливые. Я вообще в жизни таких егерей не встречала.
Мне кажется, они все злые какие-то. А тут вообще принимают так хорошо. И неважно, главное, платно ты остановился или нет, все равно хорошо принимают. Ой, как хорошо. Брызгает, правда, сильно. Сейчас бы в баньку вот эту, а. Ой, как хочется попариться, я так баньки люблю. Птицы вокруг поют, хорошо так. Решила кипятка попить и перекусить. Между гремучим ключом и белым я где-то, получается, сейчас. Спросила, кстати, у егеря, почему Заячью поляну закрыли. А он говорит, пожары были. Туристы неаккуратно обращаются с огнем. Такие дела. Поэтому у них здесь все прям схвачено везде. Костры нигде нельзя жечь, только в специально отведенных местах. И на приютах там дрова у них платные. Такие дела. Вечерний концерт. Так красиво поют. Вся дорога такая жуткая. Прошла приют Белый Ключ. Зашла, отметилась. Тоже здесь такой хороший прям егерь. Да, везде такие хорошие. Вот, удачи пожелал. Воды настаивал, чтобы я у них вкусной в роднике набрала. Я говорю, я на белом набрала. И уже куда, мне некуда больше. Да и там речка же есть. Он говорит, нет, в роднике вкусней. Вот. В общем, иду я до Оленьего моста. Там, где изначально первую ночь стояла. Хочу там встать. Вот такая тропа сейчас идет. Интересная. Гамак установлен. Пока вот так тент высоко сделала. Потом опущу пониже, чтобы теплее было спать. Рядом река. Рядом костровище. Надеюсь, получится у меня костер сегодня. И совсем рядом туалет. Что удобно, кстати. Все дрова мокрые. Ну, влажные от того, что снег был, дождь. Костра хорошо, даже отходить неохота. Заварилась я на ужин аж 2 протеиновых супа. На ночь, конечно, протеиновые супы, наверное, никто не ест. Но мне что-то захотелось. Один сырный, один овощной. И еще вот такой грибной супчик добавила. У меня, короче, такая адская смесь будет супов. А всего лишь вот такая порция получилась небольшая. Кстати, вкусный суп получился. Интересный такой вкус. И грибной, и овощной, и сырный, все вместе. С хлебцами сейчас.
Вот видите, он хоть и не сильно горит, но он горит постоянно. И у него полностью вот там вот эта вся штука, она все это угли. Там просто жар такой. Вот возле него сидеть очень тепло. И вот эту дровину я не зря так поставила. Потому что огонь на нее распространяется. И так лучше костер действует. А вот если ее положить, она гореть вообще не будет. Потому что она сырая. А так она потихонечку подгорает, подгорает, подгорает и жар дает. Наконец-то я уколбасилась. Время почти 12. Я вообще не хотела уходить от костра, там так тепло. Потом все вещи сюда унесла, все разложила. Переоделась для сна. И побежала опять к костру греться. И там нагрелась, погрелась, прибежала и быстренько завалилась в гамак. Сейчас мне пока тепло. Сегодня ночь должна теплее быть и не должна замерзнуть. Я такая довольна, что у костра наконец-то насиделась за все мои походные вот эти дни. Я наконец-то насиделась у костра. Песни напелась, такая довольная. Река такая соблазнительная. Так хочется помыться за столько дней. Но она такая холодная, такая ледяная. И на улице такой дубак. Мне кажется, я не решусь искупаться. Да искупаться-то полдела, где потом сушиться? Обсыхать-то как? Даже не знаю. В общем, я тут ходила вокруг реки, смотрела на нее и решила попробовать. Не знаю, смогу я или нет. Как бы холодно и вода ледяная, но так хочется окунуться. И вообще после стольких дней пот хоть смыть. Потом еще воды нагрею и голову помою шампунькой. Это был трэш, реально. Вот сколько я купалась в своей жизни во всяких реках, озерах, там, водопадах. Это было самое холодное купание, потому что на улице дубак, несмотря на то, что солнце светит. Но я думаю, что днем распогодится, сейчас еще раннее утро, достаточно холодно. Я когда вылезла, я сразу на солнышко сюда греться, обтираться. Зато сейчас мне так хорошо, бодрячок такой. Я еще потом без камеры еще раз получше ополоснулась. Ну и сейчас позавтракаю, нагрею воду, голову помою. Выйду уже чистенькая к людям. Пока тут вытиралась, одевалась, вспоминала все свои купания, которые именно самые холодные. Вспомнила, что еще были такие достаточно холодные. Это вот когда я купалась в водопаде на Борусе. Там тоже было очень холодно и вода ледяная. И еще было купание, я тогда еще не снимала, у меня не было канала. Я купалась на Кутурчине в озере Атласное. Оно еще во льду было, прям со льдом. Вот это вот тоже был трэш.
чувствуешь себя заново рожденным, за столько дней голову помыть. Сегодня 5-й день. А вот и подвесной мост в свете дня. Сейчас я его пойду переходить. Ой, какой шаткий капец. Но он очень надежный. Хотя насчет досок я не уверена. А само крепление вот везде, оно очень надежное. Мне нравятся подвесные мосты. Ой, так качается прям сильно. Мне, кстати, до визит-центра всего 4 километра 100 метров идти. Не так уж и много. Сегодня прям очень сильно распогодилось. Я же ухожу с маршрута, все нормально. Я даже рада, что была именно такая погода. Потому что просто никого не было. Редко-редко люди встречались. Все, правда, доброжелательные, хорошие. Но очень редко встречала людей. А сейчас вот иду, возвращаюсь уже. Мне недалеко осталось до выхода. И встречаются иногда туристы. Но тоже, кстати, немного. Грязь обходит. Дальше дорогу уже нет смысла снимать. Спасибо всем за поддержку. За лайки, за комментарии. Обязательно подпишитесь, если вы не подписаны. Подписывайтесь на мою группу ВК. Группу в Одноклассниках я создала по просьбе некоторых. До встречи на моих платформах. Всем пока-пока. А за камерой-то приходится возвращаться. Часто спрашивают, кто снимает. Вот, например, прибегаешь иногда к такому делу. Вот она, селфи-палка. Вот так я ее застопорила между камней и снегом залепила, потому что она падала, я не могла все никак установить. И то не факт, что удачный кадр получится. Еще и страшно, что телефон ветром снесет, он упадет куда-нибудь между камней, в снег его не найдешь. Такие дела.
так иногда поставишь камеру, и пока лезешь, боишься, что она в какие-нибудь курумы завалится, ветром сдует, и все, и больше ее не найдешь никогда. Такие дела. Это помимо того, что надо за камеру возвращаться. А почему я это снимаю? Потому что мне хочется. Хочется даже самой на себя со стороны посмотреть. Потом, может, даже через года интересно будет когда-то глянуть, как я лазила по разным там местам. У меня тут небольшое ЧП случилось. Только вода закипела, хотела снять. И вот эту шторку зацепила, шторка зацепила, ну вот, котелок. И, короче, как он упал с кипятком, и мне прям на ноги. Хорошо я отскочила, но немного обожгла ногу одну. Капец. Хорошо еще все так. Могло быть и хуже. Такие дела случаются иногда в походе.